прошлой серии бедной Насти. Я прошу вас, ответьте, до каких пор вы собирались от меня скрывать свое положение? Я хотела сегодня же все рассказать вам. Лучше бы я вовсе не возвращался. Да выслушайте же меня! Хватит! А если будете настаивать на отмене моей свадьбы, то я просто вынужден все рассказать и матушке, и вашей невесте. Сычиха сказала, что я не все знаю о смерти папеньки. Мы же так хотели. Этого, да. А куда ты так торопился, барин? Куда глаза глядят? Поехали с нами в табор. Тебе же все равно, куда ехать. Доброго здоровья, Андрей Петрович. Как же у вас хватает наглости возвращаться в этот дом? После нашего с вами вчерашнего никчемного разговора я всю ночь глаз не сомкнул. Вижу, вам тоже не спалось. Ближе к делу. Ну, что вы решили насчет моей женитьбы на Елизавете Петровне? Я не допущу, чтобы моя сестра вышла замуж за человека, который поднял на нее руку. Вы считаете, любящий брат должен поступить по-другому? Стало быть, вы настроены отменить свадьбу. Совершенно верно. Тогда отменяйте сразу две. Потому что если не может быть нашей свадьбы, не может быть и вашей, с княжной Репниной. Вы мерзавец и шантажист. А вас как прикажете называть? В Петербурге у него княжна-невеста, а в поместье крестьянка-полюбовница. Как вы смеете оскорблять меня в моем собственном доме? Помилуйте, какое же оскорбление, Андрей Петрович. Это же правда, что вы иногда развлекаетесь с крепостной. Это хорошо. Крепостная на то и есть крепостная. Если еще прихорошенькая. А вы, Андрей Петрович, на правду обижаетесь. Вы, вероятно, считаете себя порядочным человеком, а сами подглядываете за прислугой, как пакостник. Да у прислуги затем двери должны не запираться, чтобы хозяева знали, что за ними происходит. Я ведь не для себя стараюсь, Андрей Петрович. Кое-кто мне за это спасибо скажет. Например, княжна ваша. Когда я на все глаза-то раскрою, и если, конечно, вы не измените своего решения относительно нашей с Елизаветой Петровной свадьбы. Моя сестра никогда не выйдет замуж за подлеца. Надеюсь, вы хорошо продумали все последствия вашего решения. Как вам будет угодно. Хотите? Доброе утро, принцесса. Доброе утро, Натали.
Создателя молю, я за тебя, Создателя молю. Я за тебя, Создателя, молю. Что-то случилось? Я не вовремя? Я думала, это Александр. Я ждала, что он прочитает мой записка и прилететь ко мне. На крыльях любви. О да, на крыльях любви. Но почему он не лететь? Где его крылья? Их нет. Он... Может быть, он не нашел мой стих? Я оставила письмо на самом видном месте. Возможно, Александр еще и не садился за письменный стол сегодня. А вдруг он еще не скоро будет садиться? Наберитесь терпения. Возможно, ему нужно время, чтобы ответить вам. А если он через год ответит? У меня нет столько терпения. Уверяю вас, это произойдет гораздо раньше. Он видел, как я оставила письмо на столе. Он видел вас? Да. Я сказала, что зашла в его кабинет за вашей книгой. Надеюсь, что он мне поверил. Он, наверное, просто ломает голову, как бы вам поромантичнее ответить. Он ломает голову? Кому? Ну, так говорят, когда хотят что-то придумать или предпринять. Пусть он ломать голову и ответить мне. Мои щеки горели от счастья, когда он писать мне письма в Гессен-Дармштадт. Мы будем близки. Мы лучше поймем друг друга. И лететь на крыльях любви. Отрадная картина. Наследник престола с утра пораньше в трудах. Мне жаль вас разочаровывать, Василий Андреевич. Мое занятие можно скорее назвать душевным порывом. Я упражняюсь в эпистолярном жанре. Пишу любовные послания. Я знал, что рано или поздно вы сделаете шаг навстречу принцессе. Я знал это. А я пишу фрейлине Репниной. Мадемуазель Натали, насколько известно, она уже помолвлена. Ну, это обстоятельство не помешало ей написать мне. Следовательно, не может быть препятствием для меня, чтобы ей ответить. Не беспокойтесь, Василий Андреевич, это всего лишь невинный флирт. Однако разумнее было бы направить свои романтические порывы навстречу принцессе Марии. Василий Андреевич, в ваших словах столько справедливости, что я не возьмусь их оспаривать. Я именно так и сделаю. Вот только закончу письмо Натали. Вы поссорились с Андреем? Он промчался мимо меня темнее тучи.
Небось, о свадьбе говорили. Андрей Петрович дал мне понять, что свадьба не состоится. Его пощечина поразила. Он очень Лизу любит. Но так как он часто бывает в Петербурге, ему невдомек, как нам тяжело бывает иногда с его несносной сестрицей. Да. Характер у Елизаветы Петровны непростой, это правда. Что ж, видимо, придется заново начинать поиски моего счастья. Андрей так яростно настроен против нашего брака с Лизой. Не принимайте близко к сердцу, Андрей Платонович. В глубине души Андрей понимает прекрасно, что этот брак Лизе только на пользу. Вот успокоится, и мы продолжим разговор о свадьбе. Потерпите, голубчик. Согласитесь, Марья Алексеевна, но мне ждать, когда какой-то вздорный юнец решает, жениться мне или нет. Андрей Платонович, он не вздорный юнец, он хозяин этого дома. И если вы хотите породниться с нашей семьей, вам придется считаться с его мнением. Вы правы, несомненно, правы. Но я ведь только хочу, чтобы мое счастье не зависело от чьих-то настроений. Ведь я уже полагал, что вопрос о свадьбе, равно как и с поместьем Корфов, дело решенное. Как практический человек, я не люблю неопределенности в делах. Ну, какая же неопределенность? Свадьба состоится. С поместьем Корфа тоже дело решенное. Всему свое время. Уж больно медленно дела наши делаются, Марья Алексеевна. Я даже думаю, что вам не хватает решимости. Вы даже дурное настроение сына используете как предлог, чтобы отложить свадьбу. А куда вы так торопитесь, Андрей Платонович? Войдите. Звали, барин? Да, Никита. Заходи. Держи. Что это, барин? Это твоя вольная. Я привык выполнять свои обещания. Вольная? Что же, я теперь свободный? Угу. И могу идти, куда захочу? Иди хоть на край света. Спасибо, барин. В чем дело? А как же с Анной? Анна крепостная. И она останется в поместье. А у тебя теперь начнется совсем другая жизнь. Тогда не нужно мне этого, барин. Ты не хочешь быть свободным? Хочу, как не хотеть, но не так. Барин, освободите Анну вместо меня. Пусть она будет вольной. Что вам нужно, Карл Модестович? Как что? Коротка же девичья память. Ты вчера ко мне в спальню прийти обещалась. Я ждал. Сморила меня тогда, Карл Модестович. Устала после выступления. Так что же, передумала? Помои выносить, да в коровнике возиться будешь? Нет, не передумала. Не привыкла я к грязной работе. Лучше я вас приласкаю. Ну, приласкай.
Марья Алексеевна, недавно вы сами стремились заполучить поместье Корфов как можно быстрее. А теперь, стало быть, на попятный? При некоторых обстоятельствах, Андрей Платонович, торопливость может только помешать. Лучше признайтесь, что пороху не хватило. Что вы имеете в виду? Лучшего момента не придумаешь. Все карты у вас на руках. Теперь никто не докажет, что ваш благоверный, царство небесное, получил деньги от барона. Где запись в расходной книге? Ее нет. Ее вы собственноручно уничтожили. Не без вашей помощи, Андрей Платонович. Не без моей помощи. Один шаг до победы, а вы снова время теряете. Как прикажете это понимать? Я-то своей цели добьюсь. Отступать не в моих правилах. Только вот в толк не возьму. Вам-то что так не имется заполучить поместье Корфа? Сдается мне, что оно вам нужней, чем моя Лиза-то. Не поймите меня превратно. Но с того дня, как я сделал предложение Зинаиде Петровне, я так много пережил. Я ведь сам мог расторгнуть помолвку и найти себе новую невесту. Но мне оскорбительно, что все мои страдания были напрасны. И что ваши обещания-то, Марья Алексеевна, ничего не стоят? А? Андрюша. Андрюша, спасибо тебе. Если бы не ты, ну страшно даже представить. Пошла бы под венец с этим негодяем. Но теперь все будет хорошо. Да, все будет хорошо. Ну что с тобой? У тебя лица нет. Что случилось? Нет, ничего. Все в порядке. Я только что говорил с господином Забалуевым. Этот старик изрядно умеет испортить настроение. Что он тебе сказал? Он заставил тебя изменить свое решение насчет свадьбы? Нет, что ты, что ты. Как ты могла подумать? Ну что он говорил тебе? Отвечай. Господин Забалуев узнал нечто, о чем я надеялся никому не говорить. И теперь собирается это использовать против меня. Ну, что он дурного мог узнать о тебе? Ты ведь самый честный, добрый, благородный человек. Лиза, не надо. Когда ты говоришь так, я чувствую себя ничтожеством. Я действительно совершил нечто неподобающее честному человеку и дворянину. Ну, тогда расскажи мне, что бы ты ни натворил, я не перестану любить тебя. Господин Забалуев узнал о моих отношениях с одной девушкой. С Наташей? Нет. С Татьяной. Что? Ты имеешь в виду нашу Татьяну? Он подглядывал, когда мы... Он приоткрыл двери и все увидел. А что он увидел? Он увидел то, что не должен был увидеть никто. Доброе утро, Ваше Высочество. Рад вас видеть в добром здравии, Наталья. Как вам спалось? Превосходно, а вам? Да? А я, признаться, почти не спал. Всю ночь рифмовал слова. На вас не зашло вдохновение? Еще какое? Со мной приключилась удивительная история. Вот так новость. Представьте, одна юная и, судя по всему, очень робкая особа открыла мне свои чувства. Но не такая уж она и робкая, раз осмелилась открыть свои чувства вам.
Да, пожалуй, вы правы. Более того, она оказалась весьма изобретательной и сделала признание в стихах. Какая находчивость. Наши с ней чувства оказались взаимные. И вот я написал ответ. Однако я не знаю, как бы и лучше было его передать. Ей, очевидно, очень неловко поговорить со мной о своих чувствах с глазу на глаз. Вы оставьте свой ответ вот в этой вазе. Что-то мне подсказывает, что ваша юная особа непременно заглянет туда. Благодарю вас, Натали. Чудное предложение. Я обязательно так и сделаю. Андрей, а как же Наташа? Постой, может быть, я неправильно поняла тебя. Ты просто поцеловал Таню в благодарность за что-то. Ты все правильно поняла, Лиза. Ну как же? Ну как же так? Ну, Таня нам как сестра. Когда ты пропала, мы с Таней были неразлучны. Повсюду искали тебя. Весь лес прочесали. И поняли, что стали друг другу невероятно близки. Мы... Как это объяснить словами? Но ведь ты женишься на княжне Репниной. Боже мой, бедная Таня. Я не хочу ее обижать. И Наташу тоже не хочу обижать. Я не знаю, как она отнесется, когда узнает обо всем. Остается надеяться, что ее любовь ко мне пересилит чувство оскорбленного самолюбия. Ее любовь, ее чувства. А как же Таня? Андрей, скажи мне, ты любишь Таню? Миша! Кто? Как ты меня назвала? Я не вас, Карл Модестович. Мне показалось, что за дверью Михаил Александрович. С чего тебе так показалось? Он должен прийти сюда. И если он вас здесь увидит, вам не поздоровится. Зачем ты ему теперь, когда он знает, что ты крепостная? Он теперь найдет себе жену из благородных. Ну, жену-то он себе найдет из благородных. Но я его до сих пор интересую как женщина. И сегодня на рассвете он должен прийти ко мне. Так ведь давно рассвело. Значит, либо твой князь передумал, либо ты меня обманываешь. Ты можешь сейчас взять эту вольную и стать свободным человеком. Можешь не брать ее. И остаться моим крепостным. В любом случае, Анна вольно не получит. Так ведь я как лучше хотел, барин. Она ведь выходит ради меня, все это... Не могу я так, барин. Освободите лучше Анну. Прекрати со мной торговаться! В твоих руках. Твоя свобода, дурень. Ты решай, нужна тебе вольная или нет. Остальное тебя не касается. Не хотел я такой ценой свободу получить. Ну что ж, как хочешь. Только, боюсь, она огорчится, если ты вольно не возьмешь.
Она ради меня от свободы отказалась. Угу. Ты ей не безразличен. Тогда стану свободным. А там поглядим, как жизнь обернется. Может, и я ей пригожусь. Ты любишь Анну, не так ли? Признайся, ты любишь ее. Как долго ты собираешься скрывать свою любовь под маской ненависти? Что такое любовь, отец? Разве любовь не такая же маска, скрывающая низменные чувства? Низменные чувства присущи слабым людям. Любить способны только сильные натуры. Любить крепостных способны только безумцы, для которых достоинство пустое слово. Даже Миша не смирился с ее происхождением. Анна крепостная. Володя, кто для тебя эта девушка? Разве то, как я обошелся с ней, отец, не отвечает на ваш вопрос? Это было подло с твоей стороны, и ты прекрасно это понимаешь. Так же, как понимаешь, что нет смысла скрывать свои истинные чувства даже от себя. Вы искренне полагаете, что наша любовь с Анной возможна? Вы глубоко ошибаетесь. Она уверена в моей ненависти к ней. Если бы я пришел говорить к ней о любви, она бы рассмеялась мне в лицо. Для нее никого не существует, кроме Миши. Даже теперь. Меня она презирает. Кто-то пришел. Что? Я слышу. Кто-то у двери стоит. Никого, как я и говорил. Не торопится твой соколик. Да если он сказал, что придет, он свое слово держит, он точно придет. Но если он вас здесь увидит... Ну что ты все выдумываешь? Да ничего я не выдумываю, Карл Модестович, я же за вас беспокоюсь. За меня, говоришь, беспокоишься? Ну так помоги мне тогда. Чего ты как мертвая? Не могу. Мне все время кажется, что вот он вот-вот войдет. Все настроение испортила чертовка. Вот чудеса в Реште. Никитка свободный человек. Скажите, пожалуйста, как же с Марькой мы тебя будем величать-то?
Господин Хворостов не иначе. Ну-ка, дай-ка посмотреть. Я хоть читать не умею, хоть порадоваться. Вот она. Вот она, какая свобода. Ты не рад, что ли? Как подумаю, какой ценой мне Аннушка эту свободу купила? Ой, подумаешь, великомученица какая. Видел бы ты, как она перед барином вытанцовывала. Ни стыда, ни совести. Замолчи ты. Молчи. Ну-ка дай мне ее сюда, порву в клочья. Не нужна мне такая свобода. Ты что? Ты же теперь вольный человек, это жизнь твоя. Ты же теперь сам себе хозяин. Куда хочешь податься можешь. Наливай. Никуда я отсюда не пойду. Здесь останусь. И Аннушку защищать буду. Она для меня такое сделала, а я ее оставлю, не бывать этому. Все равно вольную рвать нельзя. Выходит, что Аннушка зря за тебя мучилась? Да уж. Порадуй, Никитка. Хоть один дурень о ее душе печется. А то господа от нее нос воротит. А князек ее совсем про нее забыл, потому что понял, что она ему не ровня. Смей так говорить о ней! Никуда отсюда не уеду. Никому Аннушку в обиду не дам. Ни тебе, ни Модестычу, этому гаду подколодному. Это кого ты гадом обозвал? Ну-ка давай, Карл Модестович. Ударь свободного человека. Что? Ударь его! Мари! Мари! У меня для вас такие чудесные новости. Это ответ Александра. Я знала! Я сейчас встретила его в коридоре. Так. Он сказал, что всю ночь не спал. Так. Думал над ответом. Одна молодая особа написала мне письмо. Жизнь без любви темнее мрака ночи, как будто бездны мрачной на краю. Но ваши ослепительные очи волшебно озарили жизнь мою. Жизнь его озарили? О, молодец. Как это романтично. Бегом писать ответ. Не буду вам мешать. Натали. Натали, вы оставлять меня? Марин, мне нужно ехать в поместье к князю Долгорукому. Его сестра выходит замуж. Меня пригласили в гости. Я должна познакомиться с будущим родственником. Ага, выходит замуж. Как чудесно. Я тоже скоро выходить замуж. И вы, Натали. Я оставлять вас с этими прекрасными мыслями наедине? Нет, Натали. Мне никак не выйти замуж без вас. Мне нужно писать ответ Александр, но я плохо писать и пишу
По-русски... Помогите, умоляю. Пожалуй, я действительно должна помочь вам в этом нелегком деле. Но когда мы с вами напишем ответ, вы должны будете отнести письмо и положить его в большую вазу возле кабинета Александра Николаевича. Хорошо. Вы пишите. Пишите, чтобы письмо было жарким, горячим и... страстным. Вы считаете мои мысли? Вы хотите сказать, Андрей Платонович, что я слова своего не держу? Мне просто показалось, что вам решимости не достает. Решимости довести дело до конца. Это мне-то не достает решимости? Да я своими руками такие дела делала, Андрей Платонович. Это меня и смущает. С вашей-то отвагой можно было бы давно отвоевать поместье Корфов. Ну, пока Андрей здесь, ничего не надо предпринимать, я думаю. Досадно, досадно. Что же делать? Приходится мириться, он дружит с молодым Корфом. Да я не к тому. Досадно, что такая большая ответственность лежит на плечах такого легкомысленного молодого человека. Ну это вы ошибаетесь. К счастью, Андрей пошел серьезностью в меня, а не в своего папашу, у которого ветер гулял в голове. Да я и сам полагал его серьезным человеком, пока кое-что о нем не узнал. Я вам, Мария Алексеевна, кое-что расскажу. Думаю, вы меня поймете. О чем это вы, Андрей Платонович? Татьяна чудесная девушка, чистая и открытая. Но я не знаю, люблю я ее или нет. Скажи мне, а как ты различаешь, любовь это или не любовь? Любовь? Любовь – это соприкосновение душ. Туманное объяснение. Хорошо. Я приведу пример. Однажды на балу какая-то старая графиня с дрожащим голосом и вечно трясущейся головой, с ней еще была такая маленькая, тощая собачонка. Так вот, эта графиня рассказывала скучнейшие истории о своей блистательной юности. В общем, она рассказывала, какой красавицей была в молодости. При этом ее собачонка все время тявкала, а графиня нюхала табак, из-за чего ей приходилось делать огромные паузы, дабы прочихаться. Как ты все это вытерпел? Хорошие манеры, Лизонька, придуманы для того, чтобы выслушивать всякую чушь с каменным лицом. Вот все слушали, и я тоже слушал. Разглядывал гостей, засыпающих от скуки. И вдруг одна девушка рассмеялась и выбежала из гостиной. Наташа? Наташа. Я не удержался и выбежал следом за ней. И мы потом долго вместе смеялись и над графиней, и над ее гостями, которые, будучи заложниками хороших манер, так и остались выслушивать всю эту чушь до конца. Скажи, а зачем ты сейчас это рассказывал? Знаешь, я тогда понял, что мне с ней невероятно легко. Что я целую жизнь готов был вот так болтать о всякой чепухе и смеяться. Ну, если ты любишь Наташу, зачем тебе Татьяна? Доброе утро, Елизавета Петровна. Здравствуйте, Андрей Петрович. Вас барыня ждет в гостиной.
Она там с господином Забалуевым. Поговорить с вами о чем-то хотят. Мы позже договорим, если ты захочешь. Что с вами, Андрей Петрович? Забалуев знает о нас с тобой, Таня. Как? Откуда? Он подглядывал за нами, когда я был в твоей комнате. Он сообщит это все маман и Натали. Он хочет отомстить мне за то, что я не хочу его женитьбы на Лизе. Господи, что же теперь будет? Не беспокойся. Я не позволю ему обидеть тебя.